Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы с тобой сегодня начинаем смотреть такой проект, который называется Аргай. Соответственно, донатный проект. Заказал его нам Sunflowers Games. Поэтому передаем ему привет, говорим спасибо за поддержку канала, за донат этого проекта, этой серии. Вот, посмотрим, что это из себя представляет, дальше уже тоже все видно будет. Мы не смотрели, короче, этот мультфильм, я не смотрел, Аня. Я тоже. Короче, ничего о нем вообще не знаем, первый раз даже слышим, я бы сказал так. Он мне только сказал, что про животных. Да, я, короче, по обложке понял, что про животных, и там были какие-то рыцарские костюмы, поэтому... Типа Редвелла, может. Да, вайб, скорее всего, какой-то редвеллский, только если в Редвелле там крысы, то здесь прям, видимо, животные, прям большие, прям Ведь крысы здоровые. это не животные. Ну, в смысле, крыски, да, они такие утю-тю, а тут вот такие... Ну, там не только крысы были. Кто еще? Совы. Ну, маленькие, ну, совы, барсуки. А здесь вот это вот кто стоит, знаешь уже? Нет. А это лев уже стоит, Я уже так и лев. подумала. Так я нет. Ну, я так подумала. Я так подумала. Вот, поэтому здесь лев. Ты спросил, ты знаешь? Я говорю, нет, не знаю, но думаю, что лев. Надо спросить, как ты думаешь, кто это? Да. Короче, вот, посмотрим, что это из себя представляет. Нашел, короче, в интернете Full HD качество, тоже с трудом. От компьютером нейросетью все переделано, тут вроде качество неплохое, звук там походу подкрепится. Совместное производство TF1 Carrera и La Coloniale. Автор сценария Себастьян Версе. При Это участии лучшее из Центра возможного. национальной кинематографии. Реально? Композитор Дидье Жулья. Так это идеальное почти качество. Режиссер Жан-Цезар Сухорский. Аргай. Это имя льва, да? Глава Ну да, первая. наверное. Принц Аргай. Принц он еще, Давным-давно, видишь? в году 1250-м, в королевстве под названием Тирлах, как-то раз Как жарко. Энджел, нам уже пора домой. Да, монах-тич, я сейчас. Буду ждать тебя в фургоне. Змея. Ты что, мать, слепая? У тебя прям в 2 метрах от тебя стоит огромная черная лошадь. На ней сидит огромная черная змея. Ну, змея, ладно, белая, в черной мантии. И еще черные гоблины. И ты такая, ну ладно. И пришло, Геко, мы от нее избавимся. Да, королева. Как удачно, что она так мила. Это же лягушка. Вперед! Очень нравится рисовка. Здравствуй, дитя мое. Что вы тут делаете? И откуда взялись? Дитя мое, я так долго шла по жаре. На севере идет война, и я убежала, надеясь укрыться в безопасном месте. Должно быть, вы устали. Уж лучше умереть от усталости. Напоминаем, она в 2 шагах была, просто на коне стояла, там сидела. Мне больше, знаешь, какой момент здесь интересует? Мир животных. Животные олицетворены, очеловечены все. Ноги, лошадь нет. а лошадь нет. Но не лошадь! Лошадь не должна быть очеловечена. Лошадь должна выполнять свою прямую функцию. Вопрос. Корова, курица, они тоже... Ну, посмотрим. Чем от острой сабли. А ты, наверное, тоже устала работать на такой жаре. Да, очень устала, но... Вот, утоли жажду. Пей сколько Ой, ну это хочешь. Белоснежка сейчас выпьет и уснет. А почему вы не пьете? Надо беречь воду. Мне еще далеко идти. Счастливо вам. И спасибо за доброту. Не за что. Сладких снов. Вот поэтому ничего никогда не берите, не пейте у чужих людей. Даже если таксисты вам предлагают конфетки,
еще что-то предлагают. Ну вот никогда не ведитесь на это. Даже если это подозрительная змея в капюшоне, никогда Которая в 2 шагах стояла, Да. сидела на коне. Ты что, сожрать уже мышь хочешь в начале фильма? Мультфильм. Нью-Йорк, 2007. Чё? Как тебе такой поворот? Что? Это, короче, я все уже понял, я все разгадал. Это, короче, лев, который живет в 75-м году. И он окажется сейчас в прошлом и спасет Да? принцессу, ну, наверное. Давайте посмотрим, как же выглядит Нью-Йорк в 75-м году, будь здоров. 55-й год. Так, летающая машина, отлично. Классика. Это классика. Так, полиция. Так, Робокоп. Техноид. Техноид, да. Так, Sony Black Bones уничтожили. Улики. Патруль Кобра Бази, мы на 27-й улице. Все тихо. Хорошо, продолжайте дежурство. Это полиция была, ясно. Ощущение, что это была не полиция, а уборщики. Они такие: о, мусор лежит, надо уничтожить. Уничтожили мусор и уехали дальше. Так, наш лев это преступник, что ли? Я не понял. И больше здесь не показывайся. Так, что это у нас здесь? Можно подумать, что сегодня Рождество. Отдай. Спокойно, я не хотел ничего украсть, только помочь. Какая Ну странная да, ну да. помощь. Я бы ничего не взял. Пусти, больно. Только не двигаться. Где мы? На 27-й? 27-я что? Хорош придуриваться. Улица, что же еще? А что за город? Так это он наоборот в Так он будущее наоборот, попал. ну да. Ты что? Ты точно меня не разыгрываешь? Отвечай, или ты умрешь. Ладно, это город Нью-Йорк. Нью-Йорк? А где этот Нью-Йорк? На восточном побережье, на самом востоке. Какой сейчас год? Отвечай. 2075. 2075. Не может быть. 2075. На помощь грабят! Спасите, на помощь! Вон он! Держите его! Вон он! Ты Надо сам бежать. грабишь, слышь? Вы арестованы. Не пытайтесь бежать. Вы арестованы. Не пытайтесь бежать. Мне не уйти. Вы арестованы. Что делать? Туда. Ну, я, в принципе, угадал, что главный герой это преступник. Это как фильм «Пришельцы», они попали в этот будущее. Шах, Барнаби, дружище. Вот что бывает, когда двинешь пешку на короля. Шах, но еще не мат. Еще нет, но через пару ходов я тебе покажу. Кто бы это в такой час? Библиотека, что Красивая ли? девушка попала в беду. Насчет беды, может быть. Будем осторожны и методичны. На старт. Внимание. Давай. Ой! Провалиться мне на месте. Рыцарь. Его не слишком сильно. Именем королевы откройте. Бригада слежения. Именем королевы откройте. Возможно, это речь о той самой змее. Змее. Она завладела властью и до сих пор правит. А сколько лет прошло? Может, он бессмертный? Там же много лет прошло, как будто. Они кого-то ищут. Не нравится мне это. Барнаби, запри дверь скорее. Надо его где-то спрятать. Именем королевы откройте. Привет. Бригада слежения, мы ищем подозреваемого. Придется обыскать ваш дом. Ваш код. Оскар Лайтбаум, частный детектив. А это мой помощник Барнаби. Привет. Слышали странный шум? Видели незнакомых людей? Вы же знаете, когда играешь в шахматы, то ничего не... Я не запрограммирован для шахмат. Разумеется, какой я дурак. О чем это я? Вы играли в шахматы? Точно.
И выигрывал? Это был шах, но не матч. Ну, прикольно. Мой слон брал твою ладью, и король оставался без прикрытия. Подозреваемый не найден. До свидания, господа. Заходите, всегда До рады. скорого. Фу, Рискованно. даже слишком, по-моему. Чудо, что его не нашли. Кстати, где он? В холодильнике. В холодильнике? В холодильнике. Как он замерз. Доставать По крайней пора. мере, ему было не так жарко. В холодильнике? Ну, он же замерзнет до смерти. Кажется, чу. А мне вайп, знаешь, напоминает каких-нибудь Чип и Дейлов. Да, да. Скрудж Макдак, вот эти все. Нет, вот Ну, именно... Дисней. Дисней, да, но вот именно вот этот Старый. персонаж вроде бы, когда... На Гуфи похож. Когда Чип тупил или кто там, Дейл тупил, вот когда кто-то тупил, он такой типа, ага, вот это вот прикол, и он тоже так себя ведет как-то. Слухался. Где я? Вы живы и здоровы. И ни о чем не тревожьтесь. Значит, это не сон. Вам повезло. Другие бы оставили вас без разговоров. Но почему полиция на вас охотится? Холодно. Ну, разумеется, вы были в морозилке. И голова болит. Ну, разумеется, я стукнул вас по голове, когда вы вошли. Простите нас, но ночь, кто знает. Осторожность не повредит. Опасный райончик, судя по Сожалею, всему. что столь внезапно вторгся в ваше жилище, обстоятельства. Прошу вас принять мои извинения. Пусть вас это не тревожит. Враг наших врагов наш друг. Мы тоже не в восторге от этой полиции. Значит, вы бандиты? Бандиты? Ты слышал? Подожди. Откуда ты знаешь, что такое полиция? Тебе еще не объяснили, в твоем мире еще не было такого термина, как полиция. Были доблестные рыцари-защитники королевства. Как я. Не смейтесь надо мной, а то испытайте мою ярость. Нет, это недоразумение. У нас и в мыслях не было вас оскорбить. Оскар Лайтбалб, к вашим услугам король детективов с нюхом ищейки. А это мой помощник. Да, Барнаби. Меня зовут Аргай, принц королевства Тирлах, к вашим услугам. Тирлах. Ну, а почему бы и нет? Итак, теперь мы знакомы, и чашечка кофе не повредит. Идем, Барнаби, сварим кофе. Кофе. Это такое варево. Что-то вроде того. Напиток. Я бы предпочел чашечку козьего молока. Козьего, а что это? Чашечку козьего молока? Нет проблем. Мы сейчас принесем. Так, вопрос для всех эрудированных. Козье молоко получается от козы, которая очеловечена или которая не очеловечена? Вопрос важный. Всем на подумать. Два варианта. Или он не в себе, или очень болен. Это то же самое. Не совсем. Хотя он мог сказать правду. В жизни не видел никого в такой одежде, который не знает кофе и хочет... Какого молока? Козьего молока, Барнаби, козьего. В чем дело? Ты же пальцы в Кажется, он розетку снова заснул. очнулся. Что со мной было? Вы сунули палец в розетку. Ребенок... Я угадал. Плюс очко. Тебе помочь? Чё? Нет. 5 лет и то бы не стал этого делать. Ребенок, пожалуй. Но тысячелетний старик. Друг мой, не обижайтесь, но, по-моему, ваш разум вас несколько подводит. Понимаю, мои слова кажутся вам странными. Однако, это правда. Я вас почти не знаю, но чувствую, вам можно верить. Судьба привела меня к вам. Пророк был прав. Пророк? Какой пророк? Это долгая история. Мастер Лайтбалб, мастер Барнаби, я охотно поведаю, что привело меня к вам. Но это требует времени. Ничего страшного, дружище. Одну минутку. Нам Я тоже только расскажи. подключу мысли граф. Мыслегра? Это сейчас нам показ картинку будет о том, о чем он Не думает. бойтесь, это не больно. Можно начать? Разумеется, мы с Барнаби слушаем. Барнаби уже спит. Барнаби? Прошу прощения, не задумался. Да, мы вас слушаем. Теперь Мне кажется, все ему готово. вообще не Я интересно. пришел из далекого королевства. И по расстоянию, и по времени. Какой сообразительный. Он сразу понял, что он в будущем, что типа много лет прошло и все такое. То есть он как-то даже... Ну, Не тупил. и не тупил, и не растерялся, и не бычил, и что-то он такой сразу, ну и сразу расскажу. Но скажу сразу, замут очень интересный.
Но... Это вы не обращайте внимания, я бусы сегодня порвала его. Вот эти вот. Короче, вот собираю. Пока Чинят. смотрим. Да. Они просто развязались. Моя страна зовется Тирлах, а рассказ мой начнется в году 1250. Но! Тирлах — богатая провинция, которой правит мой отец, король Хар. Здравствуй, отец. Какие вести, сынок? Увы, плохие. Наши войска в затруднении, отец. В затруднении? Варвары королевы Ареалы усилили натиск. Сколько мы еще продержимся? Наши воины отважны, но их мало. Долго им не устоять. Проклятая женщина. Это змея? Мой сын, скоро королева Ареала и ее дикари будут править нашей землей. Нет, лучше умереть. Если мы умрем, то на поле брани. Приготовь мои доспехи и оседлай моего коня. Отец. Не спорь, Аргай, король должен быть со своей армией. Иди. Отправляемся на закате. Они сейчас поймут, что их вот эта президентша... Это и есть бывшая... это есть, да. Ну или, возможно, ее потомка. Потомщица. Потомщица. Наследница. Аргай! О, привет! Аргай! Тебя знаем, похитили. Да, эльфийка, получается. Простите. Энджел, отец. Вопрос тогда. Второй вопрос знатокам. Почему эльфийка в мире животных? От человечных животных. Столько чувств и боли. Начал ничего. Жаль обрывать как раз, когда красивая девчонка. Барнаби. То, Так, что нормальный мы увидели, Барнаби. принц Аргай, просто невероятно. То есть вы мне верите? Разумеется, мыслеграф не лжет. Он читает мысли, словно открытую книгу, но только правду. Малейшая ложь, и экран чернеет. Представляете такую машинку в руках полиции? Он очень устал. Он пережил трагический, ужасный случай. Ну, не так уж долго он сидел в холодильнике. Давай-ка рассмотрим на... Барнаби просто создает тон веселья этого пока мультика. нашего гостя, начиная с меча. Так, меч оставь на место. Барнаби, что, 2 льва и оливковое дерево. Ты понимаешь, что этому предмету 1000 лет? Золото. С тем же гербом, что и на мече. Здесь целое состояние. Наконец-то клиент с деньгами. Наш первый клиент из средневековья, Барнаби. А вы куда известнее, чем полагали, а? А нас знали за много веков до нашего рождения. Простите, я ищу Оскара Лайтблба, знаменитого детектива, его помощника Барнаби Великолепного. Конечно, милорд. Прямо примерно веков на 10 и сразу налево. Нам тоже не мешает поспать. Трудный день. Барнаби, посиди здесь на тот случай, если наш принц проснется. Хорошо, шеф. Давай. Такие весельчаки, конечно, но они вообще немножко хотя бы думают, нет, что делать-то со львом из другого века. Да, вот чинил ты. Реально? Все, балуйся. Снова, да, можно? Да, потом опять починишь. Вот, и как бы за ним еще менты гоняются. То есть, соответственно, вдруг они на себя беду этим накличут. То есть, как-то как будто бы ситуация такая, не до веселья. Ну и не до веселья, да. Вызовите патруль Кобра, капитан. Вот он. Да, это они правят. 24, я прочитал твой вчерашний отчет. Ты упомянул, что на человека напал сумасшедший, одетый как принц. Ты же прислушал. Да, командир, мы искали его, но он исчез. Ты не слишком компетентен. Покажи, где это произошло. Да, господин. Принц, интересно. Ну, они, наверное, знают, что... Ты уверен, что это здесь? Да, командир. Тот человек прятался за мусорными баками. Хорошо, агент, хорошо. Ищите гномы. Тот человек. Да, прям человек. Человек так и выглядит. О, монетка. Занятно. Поиск завершился успешным. На базу, агент.
ЗО-24 деактивирован. Деактивирован. Убил только что робота. О! Я сделал ужасно важное открытие, королева. Открытие, говоришь? Вечером приходи на флагманский корабль и все расскажешь. Так а что не по скайпу вашему? Конечно, я раньше всех, как всегда. Лестницы козырные. Ага, вообще крутые места много не занимают, и ну появляются когда надо. Эй! Ай! Что такое? Это ты, Муни. А я думаю, кто орет? Ты Муни, что ли? Ты видел, Барнаби? Там кто-то спит. Ты еще в таком костюме? Знаю, не волнуйся. Это принц Аргай. Прибыл прямиком из 13 века в шляпе с перьями. Да ничего особенного, каждый день такой. Беспокоишь, ты болен? Я в норме. Я устал, но в норме. А что скажет Оскар? А? Принц Аргай 24 к вашим услугам. У вас 23 брата и сестры? Ничего себе! У меня всего 7, а в ванную не попадешь. Это я. Доброе утро, мисс Мун. 24 — это поколение, а не члены его семьи. 24 ребенка. Забавно. Принц Аргай, я вижу, вы проснулись. Очень рад. Вы его знаете? Совсем немного, но горю желанием узнать больше. Вы не могли бы разогреть, мисс Мун? Принц, Так, это козье молоко, надеюсь? Я бы дослушал историю до конца. Я готовился уехать вместе с отцом, королем Харом. Оставалось немного времени, и я решил проведать Энджел. Ты думаешь, война продлится долго, монах Тич? Ну, разумеется, нет, дорогая. Уверен, Бог придет к нам на помощь. Аргай обещал жениться на мне после войны. Да, вот и приехали. Вот настолько Аргай не захотел, конечно, брать на себя ответственность свадьбы, что свалил его через 10 веков вперед. Говорит, там ты меня точно не найдешь. И Тогда он не хотел этой свадьбы. Да? Получается так. Ну, он как бы ей сказал, видимо, по пьяни был немножко этот под шофе, сказал, я тебя возьму, потом понял, что накосячил, и такой, лучше я свалю в 20, там какой-то, 21 у них век. Энджел! 21. Аргай! Монах Тич, ты так быстро гнал, чтобы я не догнал свою невесту? Я рада тебя видеть, Аргай. Энджел, я скучал. Как дела на севере, принц? Неплохо. Мы нанесем удар по варварам. Отец едет со мной, чтобы видеть нашу победу. Аргай, какие чудесные вести. На минутку, монах Тич. Не хочу замуж. Слушай хорошенько, увезешь. Да, он такой, блин, что делать-то, я не хочу. Слушай меня хорошенько, я не хочу жениться. Тебе нужно в подвале замка есть странный портал, зажигаешь его и оказываешься в 21 веке. Энджел, подальше отсюда. Завтра зайди во дворец, я оставил там инструкции. Береги ее, делай, как я сказал. Мне пора. Я должен спешить. Береги себя, мой ангел. Я вернусь до новолуния. Я не вернусь. До скорого! Возвращайся скорее, принц. Монах Тич, я так боюсь. О, как романтично! Передай, пожалуйста, поднос, Муни. Сражение было очень ожесточенным. Солдаты падали вокруг меня один за другим. Так продолжалось до заката. Они не знают местности. Можно сдержать их и толкать к болотам. Это единственный шанс. Письмо. Письмо принцу Аргаю. Дай сюда. Что такое, сын? Ты так побледнел? С Энджел что-то случилось. Тогда спеши к ней, Аргай. Отец, это невозможно. Мы продержимся до твоего возвращения. Скачи, ты нужен своей невесте. И возвращайся скорее. Спасибо, отец. Ночью я добрался до монастыря. Откройте! Принц, случилось нечто ужасное. Мы шли по монастырю, и дождь лил вдвое сильнее. Моя бедная Энджел. Она здесь, принц. Вы все-таки приехали, принц Аргай. Хвала небесам, сердце бьется. Кто знает, что случилось? Вскоре после вашего отъезда мы пошли собирать пшеницу. Энджел отошла от меня, я не видел ее. А потом вдруг исчезла. Я все обыскала. Когда нашел, она лежала на земле без сознания. Какой ужас.
Больше ничего не видел? Нет, хотя да, незадолго до этого я видел с ней старуху. Можешь и описать? Я был далеко, на ней был капюшон. Еще слышал, как соржала лошадь на опушке. Мне это показалось забавным. Я ведь подумал, что ржет старуха. Лошадь, говоришь? Старики не ездят верхом. Что она хотела от Энджел? А теперь вспомнил. Энджел пила из фляги. Я еще подумал, вот повезло. Я так и знал. Я, знаешь, подумал о чем? Что здесь очень сильно нелинейное повествование какое-то. Нам показали события, которые находятся вот здесь. Потом нам показали события, которые произошли очень потом. Вот здесь, да? Потом показали события, которые произошли до первоначальных событий. А потом показали события, которые произошли после первоначальных событий. Но до тех событий, которые показали после первоначальных. Я был бы ребенком, я бы тут не осознал, что происходит. Элементарно. Девушку отравили. И отравила ее старуха. Я мы тоже поняли, так дед. думаю. Мой рассказ почти окончен. Так хочется узнать, что случилось с Энджел. Девушку заколдовали. Видите, что я говорил? Заколдовали? Идемте, я вам кое-что покажу. Они как кино смотрят из мыслей. Киномысль. Эту книгу пророчеств написал один монах много лет назад. Когда пришел монах Тич, и я увидел Энджел, то сразу вспомнил про книгу. Я столько раз ее читал. Но при чем тут Энджел? Стихи в этой книге, если правильно их понять, расскажут все. Смотрите. По силам принцу, братья, снять с ангела заклятие. Это про вас и Энджел. Лишь только молния сверкнет, он место сразу то найдет. Читайте. Другое время испытает. Судьбу свою он там узнает. Зло и предательство таятся, но света яркого боятся. Скорее, мой господин, нельзя Скорее! минуты. Свечки тушим! Уверенный, что книга не лжет, монах Грегори отвел меня в часовню. Но почему церковь? Какое место имелось в виду? Церковь, Божий дом – это правильное место. Я чувствовал, что это самый важный момент в моей жизни. Ждите следующей молнии. Я поднял глаза и увидел странную статую. Ну, если бы, конечно, в этом месте каждый раз исчезали звери после... Это просто случайность так совпала, понимаешь? Ну да, но нет, я имею в виду, ну, тут часто же, наверное, молнии идут, но все равно дождь, ну, часто встречается событие такое, как дождь. Люди все равно ищут убежище где-то, они приходят вот сюда обычно, в Божий если дом. это было вовсе не случайно? А вот если не случайно, то я в это готов поверить. Очнулся я на маленькой улочке. Человек в маске пытался меня ограбить. Это он сказал мне, что я в Нью-Йорке, а год сейчас 2075. Он убежал и позвал людей, вооруженных огнями. Это Лазары. Принц, Лазары. история необычайная. И романтично преодолеть Да, время, нормально. чтобы спасти свою любимую. Вы доверились судьбе и правильно сделали. Вы нашли это место. Загадки — наше ремесло. Тот монах знал, что писал. Согласен взяться за ваше дело, но предупреждаю, оно непростое. С тебя мешок золота и меч. Ну что такое космическое? Гекко, я ждала тебя. Что ты нашел? Золото королевы, и не просто золото, надо вам сказать. Довольно. Ты знаешь, что я обладаю всем золотом мира. Знаю, ваше величество, но думаю, это покажется вам любопытным. Где ты это нашел? На улице Нью-Йорка монета выпала из кармана человека, одетого как принц, королева. Что ты сказал? Я изучил этот золотой. Он определенно из нашей эпохи. Найди мне этого принца Гекко немедленно. Чего ты ждешь? Да, королева. Принц. Он опасен, я это чувствую. Ха! Люцифер, владыка тьмы, тот, кто правит адом. Изволь выслушать свою смиренную королеву. Говори, я слушаю. Я бессмертна. Да, это да. Снадобье, что я давала много лет юным девушкам, подарило мне вечную жизнь.
пока они спят веками. Стоит лишь одной проснуться, как ты вернешься в бездну минувшую. Я этого не допущу. Никто не устоит перед моей силой. Ха-ха-ха! Я прошел сквозь время, чтобы... Знаешь, что ее озвучивает? Удиви. Реально удивить? Из Гарри Поттера мама Рона. Да? Ну, по голосу, да. Блин, реально. Наверное, да, похоже. Снять заклятие Сэнджел. Я разорву колдовство. С нашей помощью. Приключения только начинаются. Приключения только начинаются. Королева тьмы хочет вечно жить. Хочет чашу вечности испить. Значит, принца надобно убить. Попав в будущее, принц Аргайна... Так, подожди. Это типа... Спойлер пошли? Фильм озвучен студией Инес по заказу компании Central Partnership. Сейчас, подожди. Вроде бы здесь просили послушать титры или не здесь, ну давай послушаем. Сейчас они, короче, окажутся палевными, их придется вырезать. Да я не помню. Ну ладно, послушай музыку. Ты пока переварил все, что у тебя в голове. Елена. Аня. Ла Колониале. Чем мультик? Не знаю даже. Ну давай. Ну, мне понравилась первая серия. Прикольно. Интересно. Интересный замут Да. такой. Я такой первый раз вижу. Я старых. думал, это как из разряда Самурай Джек, где самурай отправляет в будущее, а здесь он сам, как бы его никто не отправил. Я думал, его змея отправила, и он Может быть, его отправили. А оказалось, что это все-таки вот предназначение, судьба, он случайно здесь оказался, то есть что-то такое. Вот. Интересный эффект мультфильма, я не знаю, короче, вот у них у всех очень толстые линии на всех рисунках, и они сами их очень близко рисуют, вот, ну, вот, локации, вот их лиц, вот это все. И хочется, короче, сесть вот так почему-то. Вот, я не знаю, я просто сижу и так, Ты что такое? Не знаю, очень близко. Я в своих превьюшках, когда перерисовываю, если надо, то там тоже жирные линии. Нет, да. Но я вот сейчас смотрю, и как будто все такое большое почему-то так ощущается, так странно. Обычно как будто это все помельче рисуют, потоньше, вот что-то как-то вот их подальше или что-то. А здесь я смотрю, они как будто прям впритык, не знаю, странное ощущение, короче, возникло. А так по сюжету, да, замут интересно, но пока мало чего можно сказать, потому что мы не видели. Да, озвучка приятная. Озвучка классная, рисовка классная, реально напоминает мультики Диснея. Вот этот вот Сильно. вообще топовый персонаж вот сидит. Вот это тоже вот два моих любимых, короче, персонажа. Просто вместе. Принц. У принца голос классный. Нет, это вот. И приятно. Ну, то есть, я понимаю, наверное, я, возможно, Ане покажу, как выглядит мультфильм на самом деле, чтобы она поняла, что здесь 1080 все-таки приятно перерисовано. Вот, и потом уже будем думать. Короче, ладно. Вот нормально, хороший мультик. Хороший мультик, Приятный. приятный. Легко посмотрелся, да. да. Замут очень интересный. Пока Вот, что. кстати, да, легко посмотрелся. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.